Приветствую, дорогие. Вопрос по поводу читов очень часто тревожит, наверное, многие наши с вами детские и не детские умы. И вот после MLG в Коламбусе очень многие стали писать, мол, команда Luminosity Gaming использовала обман, а точнее, кто-то, значит, с микрофоном там или с каким-то гаджетом находился где-то на стадионе, смотрел игру и передавал информацию, опять же, игрокам команды Luminosity Gaming. И прямых доказательств абсолютно нету, но, видимо, так, скажем так, проще многим зрителям, многим болельщикам команды Нави, да и не только, наверное, Нави, оправдывать поражение в финале. Но, если честно, я в это не верю. И я считаю, что это реально при этом. Да, идея очень хорошая, и, если честно, вставить микронаушник какой-то в свою ушную раковину, да, скажем так, очень легко и просто, и никакой судья, никакой админ, ну, не будет заглядывать тебе в ухо и проверять. И, в принципе, методов в киберспорте, таких вот читерских, можно придумать очень много. И в будущем, конечно же, за всем этим должны, ну, как-то наблюдать судьи. Вообще, вот я не знаю, есть ли какой-то вид спорта у нас с такими же деньгами, где, скажем так, ну, можно подсказывать, да, ввиду того, что ты видишь, что делает соперник. Хотя есть, типа, карточные игры, да, условно говоря. То есть там покер, где, знаете, карты лежат у нас все на столе, и их так подсматривают, в общем, очень аккуратненько. Но при этом в видеотрансляциях часто показывает режиссер, какие там у кого карты. И в этом плане действительно как раз-таки та же самая проблема может присутствовать. Но зритель там простой, в принципе, карты не видит. То есть зритель видит только на телевизоре, когда специально, опять же, оператор показывает каким-то образом эти карты. Но вот в Counter-Strike все попроще. В Counter-Strike есть экраны в зале, и эти экраны смотрит зритель, который, в принципе, может передавать информацию. Но почему я в это не верю? Потому что слишком серьезный путь прошли у нас Luminosity. Они обыграли команду Liquid в полуфинале, 2 раза откомбэчили на допах. То есть они были в шаге от провала. И мне кажется, что даже если такой подсказчик был, ну не может человек подсказать вот ну, все время, да, каждом раунде, и чтобы все время его команда побеждала, извините, за счет этого. То есть, ну, в теории это возможно. То есть, они проигрывают 15-6 на одной карте, и в этот момент начинает передавать чувак инфу, и в итоге они берут из-за этого каждый раунд, что, опять же, по-моему, маловероятно. И на второй карте, опять же, пошла инфа, при счете 15-9 уже, там 15-6, там 15-9, и снова они начали побеждать. Но даже если так, и опять же, я могу сейчас сказать, что это возможно только потому, что у нас в CSGO были прецеденты с читерами. То есть у нас были реально там Келли, был еще какой-то читер, да, там в команде Epsilon, и многие другие, которые использовали читы как в онлайне, так и на ланах. Поэтому, скажем так, я могу допустить такое, хотя не верю. Но опять же, 16-2 на оверпассе, ну при чем тут подсказки? Ну, причем тут подсказки в 16-2 на оверпассе. То есть, если подсказки и были какие-то, то это может зарешать, опять же, ну, в каких-то таких клоус играх. Там, выиграть допы, например, на Мираже, да. И то не факт. Типа, пацаны, там, значит, Флейми со Скаром стоит на Дельпане, ну, представьте. Значит, вы должны выходить именно на него. Ну, помните такой раунд на дополнительный, когда Флейми взял Скар на Дельпана и стоял, смотрел яму, и в какой-то момент просто начал что-то крутить прицелом, смотреть ковры, и в этот момент все выходят из ямы, просто на стрельбу. И, ну, опять же, если бы была подсказка, мне кажется, ни одна подсказка бы не сказала, что там Скар на Дельпане, и на него просто выходите без раскидки. Они этого не знали, вышли и убили Флейми сразу, потому что он начал крутить своим прицелом. Поэтому я не верю, друзья, в такие вот вещи, но при этом могу сказать, что это возможно. Это возможно, и организаторы турниров, конечно же, должны с этим как-то бороться, что-то делать. То есть они должны уже придумывать кабинки не звукоизолирующие, но и такие кабинки, которые бы не пропускали какие-нибудь сигналы, да, частоты. То есть в этом плане поработать нужно. То есть кабинки там
из бетона, ну, к примеру. Хотя, я думаю, можно какой-нибудь материал найти современный, который просто не пропускает радиосигналы. Любые радиосигналы, то есть там Wi-Fi, обычный телефон и многое другое. Как-то так. Вот такой вот видеогайд, видеоблог. Пишите свое мнение в комментарии на самые интересные. Конечно же, мы постараемся ответить. Пальчики вверх. Пока-пока.